presentation tonight is entitled Worlds in Collision. Сегодня мы поговорим о столкновении двух миров. Science and religion. Наука и религия. Are they compatible? Совместимы ли они? In the West, we hear a lot about the conflict between science and religion. На Западе очень много разговоров о конфликте между наукой и религией. Media loves to sensationalize this conflict. И люди пытаются из этого конфликта сделать сенсацию. One can always find extremists on either end of the conflict. Но и, как всегда, в конфликте можем найти крайности как с одной стороны, так и с другой. But as we move more toward the middle from those extremes, we see that there's cohesion rather than conflict. Но если мы не будем впадать в крайности, то больше мы увидим единение, а не конфликт. But science and scientists are raised to a godlike level in Western society. Но дело в том, что науку и ученых в западном мире возвеличили до уровня Бога. And certainly science deserves an elevated status. Но, конечно же, наука заслуживает высокого уровня. It has improved our physical health, Потому что она улучшает наше our здоровье, physical world. мир, в котором мы живем. It's enabled in development incredible technology, including our cell phones. Технологии, которые мы пользуемся, включая повседневно, включая мобильные телефоны. But science cannot answer all of our questions. Но наука же не дает ответа на все наши вопросы. Because much of our lives is lived not in the physical world, Потому что довольно большая часть нашей жизни происходит не во физическом but мире, in an inner world, но во внутреннем нашем a мире. world of personal relationships, В мире личных отношений. a world that does not yield its realities to microscope and telescope. В мир, реальность которого невозможно рассмотреть в микроскоп или в телескоп. But since this conflict is sensationalized, Но когда из этого конфликта делается сенсация, it's worth taking an honest look at it. давайте на него, поскольку здесь делается сенсация, давайте посмотрим на это честно. You know the expression, and everyone knows, or they say, Вам знакомо это выражение? Каждому известно, или говорят, что everyone knows that science and religion are opposed to each other. каждому известно, что наука и религия противоречат And друг why другу. does everyone know that? Откуда все об этом все I думают? mean, media told us, a teacher, a professor told us. Потому что об этом говорится в средствах массовой информации, это говорят But учителя, history doesn't профессоры. tell us that. Но разве так на самом деле? Science itself cannot tell us that. Потому что наука сама не в состоянии так сказать. You know, if they were in conflict, just think about all the scientists in all of the world, including where they worship many gods. На самом деле подумайте о множестве ученых по всему миру, которые поклоняются различным богам. The story of science and religion not only includes their compatibility, История науки и религии не просто включает их совместимость, but it is argued that the worldview of Christian theism produced modern science. но мы должны понимать, что именно мировоззрение христианского теизма породило современную науку. And some atheist science said, well, Christianity had nothing to do with it. That just happened to be the religion there, just like in India, it's Hinduism. Но критики говорят, что христианство к этому никакого отношения не имеет, просто тогда это была общепринятая религия в Европе, как, допустим, индуизм в Индии. Well, that's an easy answer, but it's not true. Ну, конечно, это легкий ответ, но он не является истинным. It's actually the Christian worldview that contributed to the development of modern science. Именно христианское мировоззрение послужило основанием для современной науки. It was the worldview of Christians that enabled science to flourish. И именно мировоззрение христиан позволило науке процветать. Now, just for your information, I have footnotes for all of my statements. И, честно говоря, каждое мое утверждение, если кому интересно, So it's может not найти, wishful там thinking. I'm not конкретные picking this ссылки. out of the air. То есть это не просто, я не просто выдаю желаемое известительное, от фонаря все это говорят. The motivations, tools, and concepts of the emerging empirical sciences were provided by and shaped by theology. Потому что и методология, и средства современной науки были предоставлены богословием. These Christian scholars, later called scientists, И именно христианские богословы, которых впоследствии назвали believed научными, that there is a God они верили, что существует Бог, who is revealed in the sacred texts of Christians and Jews, который and he's revealed in nature, явлен нам через священное писание евреев и христиан, который явлен нам через природу. and that since the creator and legislator of the universe is revealed,
То есть он нам явлен именно как создатель и законодатель We may природы. discover order in the universe. И именно поэтому мы можем обнаружить в мире порядок. We may discover predictability and rationality. Мы можем в нем найти предсказуемость и рациональность. As there is a moral order, И также как моральный there must be a порядок. physical order in the И как universe. существует моральный порядок, существует и физический порядок. And unlike some worldviews, Да, мне некоторые мировоззрения не нравятся, God does not restrict us from investigating His но universe. Бог при этом нас не запрещает нам исследовать Вселенную. And after all, humans were created in the image of God. В конце концов, люди были созданы по образу Божьему. Before the word scientist, these who studied the world around them were called natural philosophers. И на самом деле еще до появления термина ученые, те, кто изучали природу, назывались натурфилософы. And they looked for natural laws Они исследовали естественные законы. simply because they thought that the God of the universe would have them. Просто потому, что они верили, что Бог Вселенной установил эти законы. Of course, these laws are things that we describe after we observe how some aspect of the universe works. И, конечно, что мы открывали эти законы, которые описывают то, как действуют некоторые из аспектов Вселенной. The empirical method employed by modern science Современная наука применяет эмпирический метод. then stemmed from a theological understanding of God and His creation. И он происходит из богословского понимания Бога и Его творения. One writer has said, actually, science is a gift from theology. И как сказал один из писателей, наука – это дар богословов. But then somebody said, yeah, but the church has persecuted scientists. They Yeah, always but- have, they always will. Но люди говорят, ну церковь же преследовала ученых, всегда преследовала и всегда будет. And who did they persecute? И кого же они Well, преследовали? Galileo, of course, everybody knows that. Ну, конечно же, Галилей, все в курсе. And didn't those people believe the world was flat? И не верили ли все эти люди, что Земля плоская? No, medieval monks and cardinals did not believe the world was flat. Нет, на самом деле мы нигде не находим в средневековых верованиях, что Земля The idea плоская. of a spherical world goes at least back to Aristotle. Потому что еще даже Аристотель указывал на круглую форму Земли. The story of Galileo, of course, is an interesting story. Конечно, история Галилея интересна. There's a lot of myths about it, of course, and No. that's what most people know, the myth. Но то, что большинству людей известно, это всего лишь мифы. Before Galileo, there was Copernicus. Потому что до Галилея был Коперник. And just like Galileo described the Earth as revolving around the sun, so did Copernicus. И еще задолго до Галилея Коперник говорил о вращении Земли вокруг Солнца. How did Copernicus escape the wrath of the church? Как же, что ж Коперника никто не судил? Whereas they obviously turned against Galileo. Вот, на Галилея напали. Like all historical stories, it's complicated. Ну, как все истории в человеческой истории, это не так все просто. But it was not his understanding of science that brought him persecution. Но на самом-то деле суд над Галилеем был не из-за его понимания науки. There were political matters. Это было чисто политическое действие. It sure didn't help him when he insulted the Pope. Не, ну понятно, что оскорблять папу римского не стоит. But the church was still wrong. Вот, но церковь была не права. They appealed to certain scriptures and misused them against Galileo. Они злоупотребляли определенными текстами из Писания против Галилея. But these were just proof texts to try to get that renegade Galileo in trouble. Вот, но они лишь выбирали эти тексты, которые могут доставить проблему этому ренегату Галилею. Whatever wrongheadedness that led the church to persecute and execute its adversaries must be seen in historical context. На самом деле любые заявления, что церковь преследовала, наказывала своих врагов, мы должны рассматривать в историческом контексте. Those things are not excusable, Вот, понятно, что подобные вещи не but we can простительны. understand how it arose in a history that's not ours. Но мы должны понимать, что это случилось в истории, которая нам должна быть знакома. As happens with all discussions, one of the most important things, definitions. На самом деле, если мы хотим действительно иметь продуктивную дискуссию, то все, что нам нужно, это иметь правильное определение. If you're talking about God to a Hindu, Если мы говорим с индуистом о Боге, is he thinking about a personal monotheistic God like the Christians
and Jews or Разве even под этим Muslims. будет подразумевать личного монотеистического Бога, какого подразумевает христианин или иудей? They have an innumerable number of gods. Потому что у них множество богов. So you have to explain what you're talking about to make sure you're on the same page. То есть нам нужно как минимум определиться, о чем же мы говорим, чтобы понимать друг друга. So what do we mean by science? Что мы подразумеваем под наукой? What do we mean by religion? Что мы подразумеваем под религией? As happens with words that we use all the time, we say, well, everybody understands what those words mean. То есть от того, что мы этими словами постоянно оперируемся, мы, конечно, можем создать впечатление, что все же понимают, о чем идет речь. Do we? Но так ли это на самом деле? Science used to be a term applied to many areas of learning. Наука – это понятие, которое на самом деле применимо к множеству областей исследования. I was a little confused when I went to Crimea 25 years ago. 25 лет назад я перебрался в Крым, и тогда меня несколько это вводило в смущение. People are talking about scientific papers. Люди говорили о научных трудах, Most of the ones I saw had nothing to do with science. но большинство из которых слышат к науке никакого отношения не имели. That's because in the West, especially in the US, science no longer refers to knowledge about something. It refers to the hard sciences. Потому что на самом-то деле на Западе, в особенности в Америке, когда говорится о науке, говорится не вообще о науках как таковых, а имеется в виду именно естествознание. So when you hear the word science in the US, we think biology, zoology. То есть, когда мы слышим слово наука в Америке, мы думаем о биологии, зоологии, физике, химии. But we also have an area called the soft sciences. А остальное мы называем как бы гибкими науками, мягкими науками. Sociology, psychology. Социология, психология. What unites sciences is their methodology. Но что является единым для любой науки, это методология. They all are supposed to employ the empirical method, То есть все они должны быть основаны на эмпирическом методе. which involves observation, experimentation. То есть наблюдениях и экспериментах. The soft sciences keep changing their minds about things. Понятно, что в науках в широком смысле мнение о тех или иных вещах постоянно меняется. And that's one way we call them soft, if they're not Поэтому мы dependable. называем их мягкими науками. But see, they use the empirical method. Но они тоже используют эмпирический метод. But the empirical method involved in the soft sciences is not so rigorous. Но просто там критерии, применяемые к эмпирическому методу, не столь жесткие. In the US, so often they reflect whatever the current liberal thinking is. И в Америке очень часто они просто отображают некое либеральное мышление. I think back to the 60s, В 60-е годы and people writing about, does divorce damage children? люди писали на тему, наносит ли ущерб развод детям. And the trend was to say no. Вот. И тенденция была говорить, Doesn't нет, hurt them. что нет, на детей это никак не сказывается. Some years later, Позже a researcher comes to the opposite conclusion. исследователи пришли к противоположному выводу. Some years later, Еще прошло время, they come back to the other они опять conclusion. вернулись к тому выводу. So it's hard, especially in the soft sciences, to avoid one's biases. То есть в науке, в особенности в этих гибких науках, очень трудно избежать человеческих предубеждений. But even in the hard sciences, using the empirical method, bias can play a part. Но даже в жестких так называемых науках, которые при использовании эмпирического метода, предубеждения тоже играют свою роль. The highly respected Smithsonian Museum of Natural History provides this definition of science. Например, весьма уважаемый Смитсоновский институт естественной истории предлагает следующее определение науки. There are many definitions, but this is considered one of the standard that's respected. То есть определений много, но это считается одной из таких наиболее уважаемых, стандартных. Science is a way to understand nature Наука – это способ понимания природы by developing explanations for the structures, через развитие объяснения ее структуры processes, and history of nature и истории природы. that can be tested Она может быть исследована by observation in the laboratory or in the field. наблюдениями как в лаборатории, так и в природных условиях. Though we have no single definition of scientific, what is science or scientific,
Но поскольку нет единого объяснения, что же такое наука или научное, there's an agreement about the methodology of science. существует, тем не менее, договор, согласие относительно методологии науки. And that methodology limits the kinds of things it can speak about. Вот, и эта методология, собственно, и ограничивает то, что мы подразумеваем под наукой, о чем, когда мы об этом говорим. Similarly, there is no standard definition for the word religion in the Но West, точно так же не существует единого определения слова «религия», but we use the term all the time. хотя мы постоянно этим словом пользуемся. But there are characteristics of religion. Но существуют некие характеристики религии. Religion is popularly understood as referring to a system of belief in God or gods. Как правило, под религией подразумевает систему верования в Бога или в богов. But there are religions that don't believe in God or gods. Но существуют религии, которые ни в каких богов не верят. And there are atheists whose philosophy of life is very similar to the cardinal characteristics of religion. Потому что, например, философия жизни, которая следует атеистов, вполне попадает под категорию религии. According to some definitions, at least, almost everyone is religious. Man is a religious being. И если мы смотрим на это определение, то, по сути дела, мы видим, что все люди религиозны. Человек – это религиозное существо. Normally, when you're talking to an atheist, he wants to go with the definition that religion means you believe in a god or gods. То есть, когда мы обращаемся к атеистам, они, безусловно, говорят, что религия – это когда мы говорим о Боге или о богах. That's what's become most common. И это становится наиболее таким общим определением. But that's not the definition of those who have specialized in religion and in sociology. Но те люди, которые являются специалистами в области религии или социологии, у них совершенно иное определение. Emil Durkheim, sometimes called the father of sociology, Например, человек, который получил название «отец социологии», he defined religion this way. он следующим образом определяет религию. It's a unified system of beliefs and practices Это некая унифицированная система верований и практик, relative to sacred things, относящаяся к неким священным that вещам, is to say, things that are set apart and forbidden or taboo, которая говорит, какие вещи должны отделяться как запрещенные или and табуированные. these beliefs and practices unite people into a single moral community. И эти практики и верования, они объединяют людей в единое нравственное сообщество. For Christians, that community would be the church. Для христиан таким сообществом For является церковь. non-Christians, it may be some other kind of community. Для нехристиан какие-то другие сообщества. A community of freedom fighters, Сообщество борьбы за свободу. a community of biologists, Сообщество биологов. but a group that's united together by their faith and practices. То есть это люди, которые объединены некими едиными верованиями и практиками. He further says, И он говорит, religion is understood религия понимается as the power of a society как некая сила в обществе, to make things sacred or profane in the lives of its individual members. которая указывает, что является сакральным, что является священным, а что профанным для общества и его членов. And the social and religious power of sacredness are one and the same. И социальная и религиозная сила священности, сакральности, это не одно и то же. To hold something sacred is to demonstrate one's commitment to and respect for the authority of that tradition. То есть, если мы объявляем что-то священным, то тем самым мы декларируем верность этому авторитету и берем некие обязательства относительно What этого. kinds of things are sacred? Но что является священным? They're usually some objects or symbols, Объекты, символы. but they can also be principles and beliefs. Но точно также священными могут быть принципы или верования. Principal beliefs that are preserved from violation. Те, которые нельзя нарушать. Because they're essential to the value of our community. Потому что они являются центральной частью ценностей нашего сообщества. And all cultures hold something sacred. И в каждой культуре есть что-то священное. Now, what might that be in Western societies? Что является святыней западного мира? I remember in Simferopol that when Simferopol Christian Church started, Я помню, когда в Симферополе мы начинали христианскую церковь, it was at first to be the daughter of the Central Baptist Church there. вот, она начиналась как некий филиал, как дочерняя церковь от Центральной Баптистской церкви.
But the parent church was uncomfortable with the daughter church. Но материнской церкви как-то не очень удобно было иметь такую дочернюю церковь. They've been influenced by those Americans. Потому что сильно там было влияние этих американцев. They don't want to submit to our hierarchy. Вот, они не хотели, потому что американцы не подчиняются нашей иерархии. They're bent on freedom, Они слишком вольны. so we need to let them go their way. И приходится позволять им идти собственным путем. Principles, Принципы. such as individual rights, Личные права, freedom, свобода, justice, equality. справедливость, равенство. People can hold to these as sacred just like somebody might hold to a monotheistic religion as sacred. То есть люди, которые считают эти принципы священны, они ведь уподобляются тем, кто считает веру в единого Бога священной. So Durkheim basically says, И вот Дуркхейм говорит, religion, therefore, is not a matter of claims about the universe that are either true or false. таким образом, религия не сводится к заявлениям относительно Вселенной, которые могут быть истинными или ложными. But it's the normal way that a society constructs То есть это то, как общество созидает and maintains its cherished traditions and moral values. и содержит и поддерживает свои традиции и моральные ценности. Under the Soviet period, you could name things that, to be a good Soviet citizen, these were things that you need to hold sacred. И, например, в Советском Союзе были определенные принципы, которые считались священными для советского человека. I don't like the expression, but I often hear somebody in America, especially a politician, talking about preserving the American way. Или мне не нравится такое выражение, но очень часто, особенно как американские политики, говорят, что нужно нам держаться своего американского пути. I don't know what they mean by the American way, Честно говоря, я не понимаю, что они подразумевают под американским but it's путем. what's held sacred. Но это нечто, что для них священно. It's what for some people define America, И это то, через что некоторые люди определяют, что такое Америка. and you dare not speak against it. И не смейте даже говорить против этого. For many people, Для многих людей the theory of Darwinian or neo-Darwinian evolution теория дарвинизма или неодарвинизма is sacred. является святыней. You don't question it. Даже не пытайтесь в ней сомневаться. You are violating the values of the community that believes that to be true. Вы нарушаете тем самым подрываете ценности сообщества, которое верит в его истинность. A characteristic of a religion. Это характеристика религии. Nowadays, it's common for people to consider themselves non-religious but spiritual, especially the younger people. Сегодня уже не так модно считать себя религиозными, более модно считать себя духовными людьми, особенно Of course, the word spiritual is totally without definition. А слово духовное уже вообще не имеет никакого определения. It can be everything from somebody feeling something walking through the woods, То есть это может начиная от просто, что вы что-то ощущаете, когда идете через лес, where they have an epiphany, или вы имеете некое богоявление, or where they sit and stare at their navel and hum Om. да, или просто вы сидите и не сводите глаз собственного пупка, произнося мантру Ом. Well, is there really, when we look at the definitions, anything in science or religion that excludes one another? И вот посмотрите, мы вот эти вот рассмотрели разные определения, и вы нашли в них, между ними что-то, что ставит в положение конфликта науку и религию? I think not. Ничего подобного. But we need to look at the alleged incompatibility a little Но мы closer. должны рассмотреть вот эту вот легенду о несовместимости. There are some strident voices in science, То есть есть очень такие громкие голоса, and they claim categorically которые категорически заявляют, that science and religion are not compatible. что наука и религия несовместимы. Some even say religion is the enemy of mankind. of Некоторые humankind. вообще говорят, что религия – это враг человечества. Though they get media attention, and some of them write very readable books, Вот, и именно эти-то люди привлекают внимание средств массовой информации, а некоторые из них еще и we книжки пишут. should not be misled into thinking that they represent the field of science. Но ни в коем случае не следует впадать в заблуждение, что именно эти люди представляют науку. Now there are some, particularly scientists, that have tried to lessen the tension between, the perceived tension between religion and
То есть есть, конечно, некоторые ученые, которые пытаются наращивать вот эту напряженность между наукой и религией. So they say we have two circles. Конечно, у нас есть два They круга, don't overlap. которые вообще никак не One has пересекаются. science, one has Есть religion. наука, есть религия. Science deals with facts. Наука имеет дело с фактами, Religion deals with faith. религия имеет дело с верой. Oh, definitions again. What do you mean by faith? Но опять встает вопрос, а что вы подразумеваете под верой? In the New Testament, when people are called to faith, what do they hear first? В Новом Завете, когда люди призывали к вере, что они, в общем-то, в этом слышали? They hear the historical account of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Они понимали, что речь идет об историческом факте смерти и воскресения Иисуса Христа. Dawkins said, you know, the less evidence there is for a Christian's of faith, the happier it is to believe it. Докинс же говорит, что чем меньше фактов, тем более радостно христиане в это верят. I don't know where he got that. I guess it just suits him. Я не знаю, откуда он это взял, но просто вот ему так кажется. And then there are those that say, well, I don't want to say anything bad about religion, just keep it to yourself. Или другие говорят, я не против религии, просто это ваше личное дело, и имейте его при себе. Christianity has almost been forced out of the public square. И христианство сегодня практически полностью вытеснено из сферы общественных отношений. We cannot separate our religion from the rest of life. We have a comprehensive worldview. Но мы не можем исключить религию из нашей повседневной жизни. Наше мировоззрение должно быть целостное. And science can't help but raise in philosophical questions. И наука ведь не помогает нам в понимании философских вопросов. And Christians may make comments about the nature of reality. С другой стороны, христиане могут вполне делать заявления о So природе we at least have реальности. overlapping circles. То есть на самом деле эти круги как минимум пересекаются. At least where they overlap, we have something to discuss. И как минимум на перекрытии этих двух кругов есть нечто, что мы могли бы обсуждать. Actually, especially in the UK, but also in the States now, the dialogue between science and theology has become so significant they've established chairs or departments for discussing that. На самом деле сегодня в Англии, даже отчасти в Америке, для многих людей оказывается этот вопрос настолько важным, что даже в университетах кафедры определенные создаются, которые изучают именно этот вопрос взаимодействия науки и религии. These are called chairs of science and theology. Так называется кафедра науки и богословия. Some of those that are so strong saying that science or religion or theology is incompatible. Вот. Некоторые из тех, кто заявляют делают такие ярые заявления, что наука и религия несовместимы, Have rewritten history. они переписывают One историю. book is entitled Есть книга, A которая History of the называется Warfare of Science with Theology in Christendom. «История войны науки и богословия в христианском мире». Our real problem of conflict has to do with a priori philosophical commitments. Но на самом деле реальная природа конфликта заключается в априорных философских убеждениях. And there are plenty of books that dispel this myth. И есть огромное количество книг, которые эти мифы разрушают. Written by scientists, historians, and philosophers, as well as specialists in religion. Они написаны и учеными, и богословами, и философами, и религиоведами. But in life there are incompatible ideas. Вот, это все не несовместимые идеи. Christians can hold ideas that they differ on that are incompatible with each other. На самом деле даже среди христиан могут быть какие-то идеи несовместимые одни с другими. Calvinism versus Arminianism, for Например, example. кальвинизм или против арминианизма. But it happens in science too. Но то же самое в науке происходит. A priori commitments make a big difference. То есть на самом деле вся разница заключается в априорных предпочтениях. William Lane Craig identified, he's a famous apologist, Известный апологет Уильям Крейг, identifies and explains 6 different ways in which science and religion are relevant to each он other. говорит, что существует как минимум 6 путей, в которых наука и религия между собой связаны. This first one is what we've already stated. Первое — это то, о чем мы уже говорили. Religion furnishes the conceptual framework
in which science can flourish. Именно религия породила тот контекст, в котором возникла наука. His second point, science can falsify and verify at least some claims of religion. Второй пункт заключается в том, что научным методом мы можем как минимум проверить некоторые из религиозных утверждений. When religion makes claim about the natural world, it intersects with the domain of science. Потому что когда религия делает какие-то заявления о естественном мире, мы можем смотреть, совместимы ли они с тем, что мы знаем о мире из научных And we both can исследований. answer questions like, is the universe eternal or temporal? Например, такой вопрос: имела ли Вселенная начало или она Does it have a вечна? beginning or no beginning? Было у нее начало или нет? Is it infinite or finite? Она конечна или бесконечна? Science speaks to this, and the Bible speaks to this. Библия говорит об этом, наука говорит об этом. Christianity is a historical-based religion. Христианство – это религия, основанная на истории. We invite the investigation. И мы ценим исследования. And a great book by Habermas affirms that the resurrection holds up to historical scrutiny. В конце концов, одна из известных книг Хабермаса говорит о том, что воскресение Христово – это не что иное, как исторический факт, который мы можем исследовать историческими методами. His third point, science encounters metaphysical problems which religion can help solve. Вот. Третий пункт Крейга заключается в том, что наука встает перед метафизическими проблемами, на которые ответ может дать только религия. Stephen Hawking is reported to have repeatedly wrestled with the question, why does anything exist at all? Например, Стивен Хокинг постоянно упирался в один и тот же вопрос: почему, почему что-то существует? No matter what your theory of beginnings may be as a scientist, То есть, какова бы ни была ваша теория начала, как у ученого, this question still lurks there and science can't answer it. вопрос все равно остается, и наука не может на него ответить. 4. Четвертое. Religion can help to educate, to make judgment between scientific theories. Религия позволяет делать правильный вывод между разными научными теориями. Because sometimes when the evidence can go this way or that way, Иногда, когда нас свидетельства уведут в одну или в другую сторону, and the explanation could go this way or that way, и их объяснение может быть дано одним путем и другим путем. Philosophical presuppositions help determine which explanation to take. Философские предпосылки нам позволяют сделать правильный выбор, какой из этих подходов See, более if there правильный. are two equally sound explanations, but both can't be right, Если у нас есть два возможных объяснения, мы понимаем, что оба из них правильными быть не могут. we will go with that which best fits the scriptures. Мы будем следовать тому, который в большей степени That's our согласуется с Писанием. philosophical Это presupposition. наша философская предпосылка. Scientists that have a different presupposition У науки есть другие предпосылки. say, be careful, we can't let a divine foot in the door. Вот, и говорят, мы не должны даже на пушечный выстрел подпускать какие-либо утверждения о божественном. 5th point, Пятый пункт. religion can supplement the explanatory power of science. Религия является неким дополнением к объяснительной силе науки. In the first place, he says, Во-первых, the neo-Darwinian mechanism of random mutation and natural selection works far too slowly to produce sentient life, intelligent life. никакие неодарвинистские объяснения естественного отбора и случайных мутаций вам не объяснят, каким образом могла возникнуть разумная жизнь. The famous American astronomer likes to talk about billions and billions and billions of years. Известный американский астроном в свое время любил повторять эту фразу: миллиарды, миллиарды, миллиарды лет. As if you have enough billions of years, anything can happen. Как будто бы, если у вас есть много миллиардов лет, все что угодно может случиться. Now, that's the kind of faith that Christians are often misaccused of because there's no foundation or evidence for it. Вот, но на самом деле это то, в чем чаще всего обвиняют христиан, что якобы, на каком основании вы это можете утверждать? But it fits their presuppositions. Но таковы его предубеждения. Craig says the second, С другой стороны, говорит Крейг, random mutation and natural selection have trouble accounting for the origin
of irreducibly complex systems. Случайные мутации и естественный отбор никоим образом не могут сформировать структуры, которые обладают таким свойством, как неснижаемая сложность. Those are systems in which, if any part's missing, you don't have a system anymore. То есть в живой природе есть системы, в которой, если бы не было хотя бы одной детали, они просто больше бы не были в системе. And it can't evolve or develop over time. То есть такая система не может развиться со временем, а сразу должна быть цельной. But that doesn't stop the atheist evolution from saying our eyes began as a photosensitive cell. Но это вовсе не мешает эволюционистам говорить, но наши глаза развились из просто светочувствительной клетки. And add to that material and many years. И к этому мы добавляем просто много лет, и в итоге все получается. It was the famous 20th century atheist Anthony Flew Был в 20 веке известный атеист Энтони Флю, who became a deist, at least a monotheist, который уверовал в Бога, because he said there's no adequate explanation for DNA other than there's an intelligence behind it. просто потому, что изучая ДНК, он пришел к выводу, что не существует другого объяснения возникновению ДНК, кроме как разумного замысла. Where did all that information come from? Откуда информация попала в ДНК? Irreducibly, complexity is better explained that there exists intelligence that's the cause behind this process. Точно так же, как вот эта самая неснижаемая сложность, она говорит, что, скорее всего, мы имеем дело с разумным замыслом, который является причиной возникновения. Dawkins has great confidence and faith in the blind watchmaker. Но, тем не менее, Докинс по-прежнему верит в слепого часовщика, что это лишь несколько Where the примеров. theist has explanatory resources that the naturalist lacks. Что у богословов есть ресурсы для объяснения многих вещей, которые не могут объяснить натуралисты. Of course, this is about intelligent design. Потому что это, он говорит, что все, мы видим, что есть целый ряд вещей в мире, That которые sounds like a происходят divine от... foot getting in the door, so we've got to say, well, that's not scientific. Есть много вещей, которые происходят от разумного замысла. И как только мы заявляем, что мы не можем даже допустить нечто божественное, мы, естественно, тут же теряем But then that's limiting knowledge to this narrow view of science. Но это ограничивает наше знание, и у нас получается очень узколобое такое представление о науке. Number 6. Шестой пункт. Science can establish a premise in an argument for a conclusion having religious significance. Наука на самом деле может приводить нас к неким выводам, которые будут иметь религиозное значение. Craig suggests, for example, the application of the general theory of relativity to cosmology. Например, приложение общей теории относительности к вопросам космологии. And the discovery of the expansion of the universe. Или открытие расширения Вселенной. Scientists really don't have a good explanation. Вот, ученые не дают ответ, почему. The universe is not eternal. It had a beginning. Ведь Вселенная же не вечна, у нее было начало. If it had a beginning, there must have been a cause. А раз у нее было начало, значит у нее должна была быть причина. And of course, that cause itself must be uncaused. Вот, и сама эта причина должна быть беспричинной. Changeless, timeless, immaterial. Она должна быть неизменной, она должна быть вне времени, она должна быть нематериальной. Of unimaginable power. Она должна быть всесильной And personal. и личной. That sounds a lot like the God of the Bible. Согласитесь, это где-то мы об этом уже читали. Thus, in conclusion to this section, we have seen that science and religion should not be thought of as foes. Таким образом, мы ни в коем мере не должны видеть науку и религию как врагов. We're glad for the flourishing dialogue that's taking place in spite of the Dawkins of the world. И мы рады, что чем дальше, тем все больше мы видим диалог между учеными и верующими, вопреки Докинзам нашего мира. It's interesting that seldom do we hear about the incompatibility of, let's say, Christianity as religion and any of the other fields of study. Обратите внимание, очень интересно, что не так-то часто мы слышим о несовместимости христианства с какими-то другими сферами изучения нашей жизни. I think that's because the naturalist has thought that they found the proof that there is no God. Вот. И вовсе не потому, что натуралисты нашли какое-то доказательство того, что Бога нет. The limits of science
need to be recognized by the scientist. Сами ученые должны признавать ограниченность науки. They need to confess the assumptions that they make that science cannot prove. И они должны признавать, что они исходят из предпосылок, которые непроверяемы научным методом. There are questions that religion cannot answer and shouldn't be expected to answer. Но также есть вопросы религиозные, на которые нет ответов, и даже не стоит ожидать ответов. There are questions that science cannot answer. It can never be expected to answer. Но точно так же и перед наукой стоят вопросы, которые не имеют ответа. And there are questions that only science can answer. There are questions that only science can Есть answer. вопросы, на которые только наука может ответить. And questions that only theology can answer. Есть вопросы, на которые только религия и только богословие может ответить. Science is limited by the empirical method. Наука ограничена эмпирическим методом. So it specializes in the how questions, not the why То есть questions. она отвечает на вопрос «как», но не отвечает на вопросы «почему». But think about the fields of anthropology, Подумайте, например, о сфере антропологии, sociology, социологии, psychology. психологии. These are areas in which those social sciences and Christians can interact fruitfully. Это сферы, в которых социальные науки и христианство могут взаимодействовать очень плодотворно. There are questions that are not of science, but they affect science. Есть также вопросы, которые к сфере науки вообще не относятся, но при этом они на науку влияют. Questions of ethics and aesthetics. Например, вопросы, относящиеся к сфере этики и эстетики. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. Вопрос о ценности или красоте чего-то, они же научным методом не решаемы. By science, you can't show that the Nazis did anything wrong. Научным методом вы же не докажете, что нацисты поступали неправильно. And aesthetic judgments cannot be assessed by the scientific method. То есть даже и эстетические суждения не могут быть достигнуты научным методом. The beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. Понятие красоты, понятие блага, они не вписываются в терминологию науки. Science does raise questions about the universe it cannot answer. Наука также порождает вопросы о Вселенной, на которые нет ответов. Science just sees that it's reached its limit, its border. То есть в этих вопросах наука достигает своего предела. But some scientists that don't want a Christian response, Но просто некоторым ученым не нравится тот ответ, который дают христиане. they just wait. There'll be a new paradigm shift in science, and we can explain Потом они this. говорят, только лишь подождите, произойдет очередная смена парадигмы, и тогда наука уже даст ответы на эти вопросы. They don't have an answer to the issue of irreducible complexity, То есть, да, у нас нет ответов на вопрос неснижаемой сложности, but we're going to find one. но рано или поздно мы их найдем. And then some have said, well, it's just built in that these things will connect in this way. Ну, просто так получилось, так оно встроено туда, что оно таким образом устроено. That's my simplistic explanation. Вот. Но, извините, это слишком примитивное объяснение. How did they know that? Откуда они это знали? They just hope that will be the Они case. просто надеются, что это так. But even if it is the case, Но даже если это так, how did that knowledge, that information get into this molecule? как эта информация попала в эту молекулу? Find my place here. Still, according to Michael Roos, a well-known philosopher of science in the West, Известный философ науки Майкл Рус сказал, and he specializes in the relationship between religion and science. а он специализируется в отношениях между религией и наукой. And his specialty within that specialty is the evolution-creation controversy. В особенности спором между эволюцией и сотворением. He says, frankly, there's just some questions that science, by its nature, cannot and never will answer. Он говорит, что просто мы должны принять, что есть целый ряд вопросов, которые наука по своей природе не отвечает и никогда не ответит. We go back to that question, why is there anything at all? Например, почему что-то существует вообще? You know, not everybody sits around thinking things like that, Ну, согласитесь, не многие так глубоко копают, but does it happen to you sometimes? но иногда перед вами такие вопросы возникают.
Or how is it that God actually took on flesh and came to this earth? Например, как такое произошло, что Бог воплотился в человека, пришел на землю? Why is it that this planet is so finely tuned that it allows us to have the life that we have? Почему Вселенная и наша Земля, они так тонко настроены, что на них может существовать жизнь? Why can mathematics describe so many different kinds of things in the world? Почему так многое в мире может быть объяснено средствами математики? From music to planetary motion. От музыки до движения планет. Why are there discoverable laws of nature? Почему существуют законы науки, которые мы в состоянии открывать? Science cannot tell us where these laws come from. Наука вам не скажет, откуда эти законы пришли. Can't explain why they're discoverable. А наука не ответит, почему эти законы познаваемы. Can't understand why they're understandable. Вот, почему они вообще понимаемы, даже этого наука вам не объяснит. Then science has its own assumptions. Опять же, у науки есть собственные предпосылки. It cannot use any one of its many scientific methods to prove or disprove the basic assumptions necessary to science. И базовые предпосылки, необходимые для существования науки, вы не сможете ни опровергнуть, ни доказать научным методом. Where would science be if logical and mathematical truths didn't exist? Например, если бы не существовало правил логики и математики, чем бы была наука? But science can't prove them. Но наука не в состоянии обосновать Using the scientific ни логику, ни математику с применением научного метода. But they use them. Но наука использует их. And they assume that it'll work tomorrow and the next day. И предполагает, что те же самые законы будут работать и завтра, и послезавтра. They are believing in the rational intelligibility of То nature. есть ученые верят, что Вселенная устроена рационально и познаваемо. Nobel laureate Professor Eugene Wigner Юджин Виглер, нобелевский лауреат и профессор, has argued at length он так заявлял. that we have no right to expect nature to be rationally intelligible. У нас нет никаких прав ожидать от Вселенной, что она будет разумной и познаваемой, And understandable in terms of human logic and mathematics. а также и понимаемой на языке человеческой логики и математики. Without assurance of rational intelligibility, Без уверенности в рациональности и разумности, science itself has no basis to claim validity. наука сама по себе оказывается нерациональной. If all things arise out of an automatic, purposeless machine of nature that simply exists, Если все, что существует, просто появилось в результате бессмысленной, случайной вот такой машины, действия машины природы, then how can we trust the results? как мы можем верить в результаты? Results that the human organism obtains in experimental observation, logic, and mathematics. Результаты, которые человеческий организм получает путем наблюдений, логики и математики. Now I want to move on to the kinds of things that people may bring up with us that only confuse the issue instead of clarify the issue of the relationship of science and Но очень religion. часто люди привносят некие идеи, которые больше вносят путаницы в отношении науки и религии, чем проясняют эту ситуацию. How often you're talking to somebody and they say, yeah, but what about, and they raise some issue about what happened in the name of Christ or in Christendom, that was bad. Очень часто люди говорят, да, ну а как же насчет, и вспоминают что-то, что делалось во имя Христа, что на самом деле хорошим не является. Well, if anyone wants to talk about the historic evils of religion as an argument against religion, Но понятно, что когда кто-то говорит о исторических проблемах, связанных с религией, and in favor of science, we must recognize that both science and religion have served to jeopardize and contribute to the common good and, at times, I to the common bad. lost you a couple phrases ago. If anyone wants to talk about the historic evils of religion as an argument against religion and Если in favor кто-то of хочет, science, если кто-то хочет говорить об исторической проблеме с религиями, связанной с религией, как аргументе против религии, against religion, and in favor of science, и в пользу науки, we must recognize that, and I quote, то мы должны тогда признавать также, both цитата, science and religion
что и наука, и религия have served to jeopardize на самом деле использовались для того, чтобы подрывать, and contribute to the common human good. как подрывать, так и делать вклад в общее человеческое благо. So neither science nor religion has a corner on badness or goodness. То есть на самом деле ни наука, ни религия мы не можем отнести ни к категории добра, ни к категории зла. In argumentation and debate, you learn that you cannot argue against the principle based on the perversion of the principle. То есть мы должны понимать, что мы не можем возражать против какого-то принципа на основании извращения этого принципа. The perversion of Christianity at times in its history И извращение христианства в определенные моменты истории does not invalidate вовсе не обосновывают its essential theology and worldview. Суть христианского богословия и мировоззрения. It does not necessarily undermine what is good that stemmed from the Christian worldview. Они никоим образом не отрицают всего того блага, что дало христианское мировоззрение для мира. And through the centuries, look what Christians have done with what science has produced. Посмотрите на протяжении столетий, что делали христиане с благом, которое приносит наука. They have sought around the world to make the world a better place to live. Как они по всему миру преобразовывали все, чтобы мир становился лучшим местом для нашего существования. Theological motivations Богословская мотивация account for Christianity's contribution была основанием того вклада to the христианства humanities and humanitarian concerns. в развитие человечества и гуманитарные проблемы. I remember when I first went to Crimea, Я помню впервые, когда я в Крым переехал, and people knew that I was a Christian, и люди знали, что я and христианин, they weren't, вот, and they were not Christians. а они не были христианами. They tried kind of like to trap me. Они пытались меня подловить. They said, well, what about the way you Christians treated the Indians in America? А как же вот вы, христиане, там с индейцами в Америке? What about slavery in А America? как насчет рабства в Америке? All those are perversions. Все это извращение. Their understanding is perverted. Их понимание тоже извращено. And what happened that was bad was a perversion of Christianity. Вот, и то зло, которое происходило, действительно является извращением христианства. Christians have not always been aware of what God would want us to do at a certain time and place. Понятно, христиане не всегда были уверены в то, чего ожидает Бог от нас в определенное время, в определенном месте. Because we're influenced by our culture. Потому что мы все находимся под влиянием собственной культуры. It's easy for us to stand here and look back across the centuries and be critical. Конечно, нам легко находиться здесь сейчас и смотреть в далекое прошлое и критически к этому относиться. But what would we have done and said back in those days? Но что бы мы делали и говорили, покажись мы тогда всех в том месте. Sometimes people use generalizations to distract you from the real issues in science and theology. Очень часто люди используют такое обобщение для того, чтобы отвлечь нас от сути проблемы. You hear statements that are not good theology, and you hear statements that aren't good science. И многие из этих утверждений нельзя назвать нормальным богословием, равно как многие из них мы не можем назвать нормальной наукой. So you have to be careful of generalizations yourself. То есть нужно очень аккуратным быть с обобщением. And you can invite the person who's making generalizations to become more specific, so you have something you can focus on. И когда человек делает такие необоснованные обобщения, тоже нужно призывать его быть более конкретным. We should not be surprised that there are things in science that we find difficult to grasp. Не удивляясь, что есть вещи в науке, которые нам не так-то просто понять. Science can be complicated, Наука бывает довольно сложна. even counterintuitive. Иногда, зачастую даже контринтуитивно. So it is with Christian theology. Но то же самое и с христианским богословием. C.S. Lewis said, why should we expect theology to be simple when we understand that physics is complicated? Как говорил Клайв Льюис, с какой стати мы должны ожидать, что богословие должно быть простым, если мы понимаем, что физика тоже непроста. They both deal with reality. И то, и другое имеет дело с реальностью. And just as science has undergone major paradigm shifts, even in the 20th century, И как в науке происходят большие
скачки изменения парадигм даже в 20 веке. Theology is subject to shifts too. В богословии тоже происходит изменение мнений. It's embarrassing to read some of the Christian leaders in America that supported slavery and Меня тоже возмущает, когда я читаю труды неких христианских лидеров в Америке, которые поддерживали рабство. And we could say, well, look how Christians kept women in what the Germans called, the kitchen and children. Вот. Или читать, смотрите, это же христиане, которые сводили вот эту вот роль женщин к этим 3К по-немецки. Кирден, Кирхе и Кюхня. То есть кухня, церковь и дети. Well, it's easy to be at this point. Да, но сегодня нам легко об этом судить. Where women generally have equal access to education, когда женщины имеют точно такой же доступ к образованию и трудоустройству. We couldn't transport today back 100 years or 200 years and make it work. Но мы не можем те же самые выводы относить к той ситуации, которая была 100 лет назад, 200 лет назад. Christians grow, their theology grows. Христиане растут, и богословие растет. All throughout history, Christianity has been self-correcting. На протяжении всей истории христианство постоянно развивалось, исправляя собственные ошибки. It hasn't always been without pain and without taking time. И никогда это не происходило безболезненно и быстро. But ultimately, we want to honor God by thinking His thoughts and doing His things. Но всегда оставалось стремление чтить Бога, следуя Его мыслям и стремясь делать то, что будет Его радовать. Sometimes when people appeal to science, you would think that there are self-interpreting facts. Just find the facts and they will interpret themselves. Люди, когда часто ссылаются на науки, они думают, что вся задача это найти факты, а факты сами себя объясняют. Again, a priori philosophical commitments. То есть мы опять имеем дело с априорными философскими объяснениями, предпочтениями. It's interesting that there's plenty of evidence from cognitive psychology. Интересно, что существует огромное количество свидетельств когнитивной психологии. That children naturally believe in God. Свидетельствует, что дети естественным образом верят в Бога. Yes, it's a natural religion. Мы можем назвать это естественной религией. There's this sense of ultimate reality. Вот, то есть у детей есть вот это чувство высшей реальности. And it's equal to what we might call natural physics. И то же самое, что мы можем называть естественной физикой. That's what people observe about physics, even if they don't know the words physics. What they observe about the world and how it works. То есть люди, даже не знающие слово физика, они же просто видят, как устроен мир вокруг них. But theology is equivalent to science. Вот, но богословие в этом смысле эквивалентно науке. It's looking beyond what comes naturally. Оно заглядывает за пределы того, что мы видим естественным путем. Think of the doctrine of Trinity. That's pretty complex. Подумайте, допустим, о доктрине Троицы. Она же непроста. But so is quantum mechanics. Но и непростая квантовая механика. I don't know if you've heard of Helen Keller. She was a famous blind and deaf woman in the United States. Helen Keller. Слышали вы когда-нибудь о Елене Кало? Ну вот она известная глухонемая женщина в Америке. And before she could communicate with Braille or otherwise understand other people, she came to the understanding that there was God. И еще она не умела даже читать по Брейлю и каким-то образом взаимодействовать с другими людьми. Она сама пришла к пониманию, что существует Бог. Another problem is the imprecise terminology. Следующая проблема – это неточная терминология, It can distract from the real issues in science and которая theology. точно так же нас может вводить в заблуждение относительно науки религии. When people use broad terms and they don't provide definitions, then the discussion can go all over the place. Когда люди не дают слишком широкие, используют термины в слишком широком
смысле и не дают точных определений, нас дискуссия может завести куда угодно. As I said earlier, not everybody understands the same thing by the same word, even if it's in the same language. И даже когда мы говорим на одном и том же языке, люди под одними и теми же словами могут подразумевать совершенно разные вещи. Somebody in the U.S. may say, George, do you believe in evolution? Например, меня кто-то может спросить: Джордж, веришь ли ты в эволюцию? Now what am I going to say? И что я ему отвечу? Shall I guess at what they mean? То And есть then I can give an answer? я же теперь должен гадать, что он подразумевает под эволюцией. So I think I know what they mean, so I say no. Если я думаю, что они имеют что-то конкретное в виду, говорю нет. But don't you know, science has proven that things change over time. Но мы знаем, что вещи постоянно меняются. That there's adaptation in nature. Мы видим, что существует приспосабливаемость в природе. I say, oh, I believe that too. Не, в это я тоже верю. Well, what is it you don't believe about evolution? А тогда во что ж ты не веришь относительно I don't эволюции? believe in common descent from Darwin. Я не верю в то, что все произошло в соответствии с тем, как это описывает Дарвин. So you see, you can have a discussion about evolution, not really be talking about the same thing. То есть мы можем говорить, употреблять слово эволюция, но говорить о совершенно разных вещах. Sometimes in the U.S., media wants to make Christians look so anti-scientific that they really set them up that way. И очень часто в Америке средства массовой информации хотят, чтобы христиане были настолько ненаучны, что они специально их подставляют. And this has become a real problem in America. И в Америке это становится реальной проблемой. Terms, they're important. Терминология очень важна. There's also the issue of climate change. Do you believe in climate change? Например, изменение климата. Вы верите в изменение климата? I believe climate changes. Не, ну да, я верю, климат Yesterday it was меняется. cold, today it's warm. Вчера было холодно, сегодня тепло. No, that's not what I'm talking about. Не, речь не об этом. What are you talking about? О чем речь идет? Well, that it's getting hotter, warmer. Ну, мы говорим о глобальном потеплении. I said, well, it sort of looks like it. Но не исключено. But then I find out what they mean is that there's climate change due to human agency. А потом они говорят, что климат меняется, потому что люди это... Well, that's a different discussion. Не, ну это уже совершенно другая тема разговора. So we have to make sure we're talking about the same thing То before we есть get мы into discussion. должны быть уверены, что мы говорим об одном и том же. And another problem area is not recognizing or admitting the impact of one's worldview on how one does science. Следующее, это то, что мы должны понимать, насколько мировоззрение тех или иных людей влияет на то, что они подразумевают под наукой. As I've said, a priori commitments are not easily laid aside in the Потому scientific что research. априорные убеждения, они, в общем-то, направляют наше мышление. I don't know, maybe 20 years ago or so in the U.S., there was a movement, you might say, to expose science, that it's not always as objective as it pretends to be. Лет 20 назад в Америке было целое движение, задача которого было показать, что наука не всегда столь объективна, насколько она претендует на это. We tend to bow to scientism when we think that it's totally Мы это objective. стали называть саентизмом. There are examples of atheism and theism hindering progress in science throughout history. Мы видим, что как атеизм, так и теизм иногда сдерживают прогресс в науке. And in the technical terms, including unethical tampering with the data to meet their expectations. Вот. И очень часто, если используете технические термины, мы имеем дело с неверным, с манипуляцией с данными для того, чтобы результаты вписывались в наши ожидания. A translation of unethical tampering could be lying and cheating. Вот, то есть вот это вот термин появился, неэтичная обработка. Но то, что они называют неэтической обработкой, на самом деле в нормальном языке называется ложь и обман. There are some organizations and sites on the internet where they specialize in reviewing scientific papers and finding out whether there's plagiarism, hoaxes, or fudging, which is the polite term for lying. Сегодня целые есть службы в интернете, которые постоянно занимаются анализом научных докладов для того, чтобы обнаружить в них плагиат, значит, подтасовки и манипуляции, которые по большому счету являются всего лишь ложью.
Going back to the Smithsonian National Museum of Natural History. Вернемся к Смитсонианскому институту естественной истории. They've tried to address this tension. Они пытаются как-то с этим иметь дело. He says there's three ways that science and religion can relate. И они говорят, что существует три направления, в которых наука и религия могут быть связаны. Conflict, Конфликт, separation, разделение or interaction. или взаимодействие. Because of how well this is respected in the U.S., and that's where I'm speaking from, И судя по тому, как это к этому относится в Америке, то, о чем я сейчас говорю, I look at what they have to say about this. я смотрю, что имеется в So the виду. conflict approach assumes that science and religion are totally incompatible. И идея конфликта говорит о том, что наука и религия полностью несовместимы. Individuals who prefer separation approach Идея разделения hold that science and religion have different languages, говорит, что наука и религия, они говорят на совершенно разных языках, ask different questions, задают разные and вопросы, have different objects of interest. и у них разные области исследования. Nature for the scientist, God for the religionist. Религия изучает Бога, наука изучает природу. They continue. Но они It should продолжают. be noted that it is true that science is practiced without reference to religion, Но на самом деле мы должны понимать, что наука не может существовать без отсылки к религии. but God may be an ultimate explanation. Потому что зачастую именно Бог может быть наивысшим But объяснением. he's not a scientific explanation. Но это не научное, но это тоже будет не научное. This approach to science is called methodological naturalism. Поэтому мы можем назвать научный метод методологический натурализм. They say that historically, this bracketing out of religious questions in the practice of scientific inquiry И в истории вот это вот отделение вопросов религии от научного исследования was promoted by religious thinkers in the 18th and 19th century. на самом деле было распространяемо именно религиозными мыслителями Because this would be 18-19 the века. most fruitful way to do science. Потому что это наиболее плодотворный способ научного исследования. This gives a third possibility, Но у них здесь еще третье есть, interaction. возможность взаимодействия. At minimum, this holds that dialogue between science and religion can be valuable. И как минимум это предполагает диалог, в свете которого может наука и религия оцениваться. Science and religion can benefit from engagement with each other. Они могут взаимообогащать друг друга. And at the maximum, this envisions a convergence of scientific and religious perspectives. Вот. А в перспективе речь идет о слиянии научной и религиозной перспектив. Only a philosophical commitment may exclude God. И только лишь верность неким философским принципам исключает из этого Бога. They go on to say that they have a responsibility to encourage people, the public, to explore for themselves the most recent scientific understandings of the natural world. Вот. И они призывают людей самостоятельно проверять те объяснения миру, который мы исследуем, которые дает наука. And particularly human origins. Например, относительно происхождения человека. However, the question, what does it mean to be human, Но, тем не менее, все равно останется вопрос, а что это значит быть человеком? is recognized as a question that does not solely belong to the realm of science. А это вопрос, который к сфере науки не относится. The humanities, the arts, literature, religious traditions have something to say about this topic. Гуманитарные as well. науки, искусство, литература, все это вносит свой вклад в ответ на этот вопрос. And they go on to say, in principle, all members of the three Western monotheisms Но are creationists. и In principle, all members of the three Western monotheisms по большому счету все три подхода монотеистических в восточном мире, в западном мире являются креационистскими. they believe the order of nature exists because of a reality beyond nature. Но они верят, что порядок в мире существует, потому что существует некая реальность за его пределами, commonly called God, обычно называемая Богом, as the ultimate cause of all existence. которая является высшей причиной существования Then I всего. was surprised that the Smithsonian also says something about young Earth, old Earth, and so forth.
И для меня, например, было сюрпризом, что даже вот в этом пределе Смитсонского института ведется разговор о дискуссии между молодой землей или старой землей и так далее. Sometimes you find things in science where they don't even talk about those that they disagree with. They don't give them a voice. То есть очень часто мы в науке находимся в ситуации, когда вообще даже не позволяют заикаться о чем-то, что противоречит их взглядам. So I commend the Smithsonian for doing this. Так что я весьма чту Смитсонский институт, что он хотя бы упоминает это. So they too would agree that there's no necessary conflict between science and theism. Но они точно так же уверены, что вовсе не обязательно существует конфликт между There are наукой и just философией. conflicting views about how to relate to each other. То есть это конфликт лишь в понимании, как они между собой связаны. The fact that there are differences where these two circles overlap То есть, эти два круга пересекаются, но есть не пересекающиеся сферы. does not count against science and does not count against religion. Но это вовсе не дает нам повода говорить, не признавать науку или не признавать Differences религию. are expected. То есть вполне, как разница вполне And естественна. there have always been differences even among scientists. Всегда будут разногласия даже между учеными. And there have always been differences among theistic theologians. И всегда будут разногласия между богословами. In both cases, sometimes the issues are highly significant. И в обоих случаях иногда эти разногласия относятся к весьма важным вещам. But the fact that there are differences neither discredits science nor theology. Но сам тот факт, что существуют разногласия, никоим образом не дискредитирует ни науку, ни религию. The fact that there are limits Да, существуют пределы. and scientifically unproven assumptions in science Существуют научно недоказуемые предпосылки doesn't науки, count against science either. но они точно так же против науки ничего не говорят. The fact that there are limits and scientifically unproven assumptions in theistic theology does not count against theology. Равно как мы знаем, что есть пределы богословского познания и богословски недоказуемые предпосылки, но это они точно так же ничего не говорят против богословия. Given the longings that we have that the hard scientists cannot speak to, Вот, но очень часто у нас есть чаяния, которых наука в принципе не может and for удовлетворить. which the soft sciences can only offer changing insights, Вот, а науки гибкие, они лишь могут меняющиеся взгляды предлагать по этим вопросам. there is still a void after science has done all that it can. Вот, но тем не менее, после того, как наука откроет все, что в состоянии, все равно остается некая пустота. There is still the need to know what is truth, goodness, and beauty. Потому что по-прежнему нам нужно знать, что такое истина, что такое благо и что такое красота. There is still the yearning to enjoy liberty, equality, and justice. По-прежнему нам нужно знать, на чем основывается свобода, равенство и братство. To these longings flow И music, справедливость. philosophy, Музыка, философия, literature, литература, and religion. религия, To speak to our innermost being которая говорит о нашей, которая обращается к самой нашей сущности and to our relationships. и к нашим отношениям. Science and religion need not be in conflict. Наука и религия не находятся в конфликте. They work together historically. Они на протяжении всей истории идут рука об руку, They're working together now. и равно как и сейчас. And we can't let extremists hijack this cooperation. И нам ни в коем случае нельзя позволять тем, кто впадает в крайности, разрушать это взаимодействие.